Hello? Do you have the document? Of course. Yes, do you have the message from... Registration? Yes. Yes, That's it? that's okay. Thanks. Всем привет! Сегодня поступил звонок, который немножечко сбил мои планы по тому, как я начну снимать для вас ролики, находясь в арктической части Норвегии. Но, собственно, меня там как раз на севере и застали врасплох. Первое – это погода, а второе – это девушка Маша из контроля по въезжающим на территорию Королевства Норвегии. Звонок удалось записать. Давайте послушаем, потом поделимся своими мыслями. Вы в комментариях, пожалуйста, а я сюда на камеру. Да, слушаю. Здравствуйте, меня зовут Мария, я звоню из Национального центра контроля за въезжающими на территорию Норвегии. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария, я вас слушаю. Борис, скажите, вы находитесь сейчас в Норвегии? Да. Да. Я звоню, напомню, что на вас распространяется правило карантина «Свободное от работы время», а именно вы не можете покидать ваше транспортное средство без веской на то необходимости. Вы соблюдаете это правило? Да. Спасибо вам большое за это. Скажите, вы носите маску при выходе из машины? Шарф. А маску? Маску нет. На улице нет, не ношу. Нет. Не носите. На территории Норвегии вышел закон, что все водители транспортного средства международных перевозок должны носить маску при выходе из машины. Если выйдете из машины и пройдете или контроль, вас могут оштрафовать, и это будет ваша ответственность, а не ответственность вашего работодателя. Вы это понимаете? Интересно, Мария, можно вам такой вопрос задать? Вот, например, я сейчас нахожусь в арктической части Норвегии, в тундре, грубо говоря. Здесь в радиусе 100 километров вообще никакой живой души нету. И я выйду из машины и должен надеть маску. Нет, если у вас в течение 100 километров никого нет, и вы действительно находитесь в тундре, тогда да, маска вам не нужна. Но если вы поедете южнее, и вы остановились на парковке, выйти в туалет, или же на заправку купить кофе, вы вышли из машины, и на вас нет маски, тогда да, вас оштрафуют. Хорошо, Мария, можно тогда такой вопрос? Просто мне уже звонили раза 3. И вот не все успел спросить. А в связи с чем это связано? Вот обязанность носить маску, даже если никого рядом нету, и я вышел на парковке, например, там южнее или не южнее. Вот это как-то обосновано? Это связано, да, это связано с тем, что вирус очень заразный и распространяется так быстро, что мы не успеваем его остановить. И непонятно, откуда он появляется, непонятно, откуда он приходит. И даже непонятно, работает ли двухметровая дистанция, когда непосредственно с распространением вируса. Поскольку вы человек, который границу очень часто, границу с Финляндией, Швецией, с Норвегией, вы попадаете под непосредственно группу риска. И поэтому для вас раньше была рекомендация, а месяц назад теперь это закон, что вы должны носить маску при выходе из машины. Ага, ясно. Марина, тогда такой... Да, я понял. Я в принципе понял. Просто, понимаете, опять же, разные страны пересекаю, и каждый по-своему. Каждый от своей колокольни пляшет и требования свои лепит. Вопрос такой, шарф на это сгодится? У меня просто шарф-маска универсальный, как бы. Я его всегда ношу во всех странах, всегда. На выгрузках в Дании, загрузки, вообще, все без проблем. Что касательно Я Норвегии. понимаю, должна быть
Должна быть медицинская маска. Если вы видели в Норвегии, они такие сине-белые. Вы одеваете синей стороной снаружи. Медицинская маска сверху, она перекрывает перегородку носа, и тем самым у вас поступает воздух непосредственно через маску. Вот в чем разница между шарфом и специальной медицинской маской. Также есть специальные респираторы, которые идут с двойной защитой. То есть вы одеваете маску, и у вас опять же перекрыта перегородка носа. И почему говорят одевайте маску? Потому что не идет воздух через верх. Понимаете, в чем дело? Вы будете дышать непосредственно через маску. Если вы одеваете шарф, у вас не перекрыта перегородка носа, и поэтому воздух поступает к вам непосредственно через все лицо, а не только через маску. Ага, интересно. Ясно, я вас понял, хорошо. Так-то у меня эти одноразовые маски есть здесь, так что учту, Да, что именно маска нужна. Да, используйте просто одноразовую маску именно на территории Норвегии, когда вы это понятно, да. Загрузку-выгрузку, если вы выходите из машины, заправку, туалет, если вы вышли покупить что-то в продуктовом магазине и так далее, на парковку специальную, которая отведена для дальнобойщиков. Но, конечно же, если вы вышли из машины, вокруг вас тундра, зима, и в ближайшее вы знаете, что никого нету, и, естественно, вам не нужно ее одевать. Это нет никакой необходимости. Но если вы приехали южнее, и вы видите, что эта парковка оборудована, там, может быть, находиться туристы, о которых вы не подозреваете или не знаете. Может проехать контроль или полицейская машина, о которой вы тоже не подозреваете. Да, я понял. Они видят вас, что вы вышли из машины, и на ваш шарф, а не маска. Они вас оштрафуют. Понятно. Ну, в принципе, да. Такие меры, собственно, да. Знакома по Эстонии. Марина, еще такой вопрос. Мария, Пожалуйста. не ошибся? Да. Так, вопрос Мария, такой. да. Мария, да. Значит, я вот так просто наблюдаю, разговаривал с вашей коллегой неделю назад, звонила мне, я уже и забыл, тут человека 2-3 звонила. И, в общем, я так смотрю вот по границам, как они вот сейчас тут закрываются и обустроены, я так подозреваю, что перспектива ближайшего полугода удручающая. То есть прежнего режима нам не ждать. Ни прохождения границы, ни оформления, ни контроля. Алло. Вопрос? Вопрос в том, Да, что в ближайшие полгода, я так понимаю, изменений ждать не следует. То есть прежний режим... Я не знаю, как именно на ближайшие полгода я не думаю, что можно закладывать настолько долго, потому что вакцинация идет, но за ближайшие несколько месяцев я могу вам гарантировать, что ничего не изменится, поскольку границы сейчас закрывают более... ужесточили правила. Там это будут на территории Евросоюза вводить такое понятие, как передача. Мария, у меня проблема, я сейчас, скорее всего, пропаду, потому что поля здесь нету. Мария, слышите меня? Мария, алло. Да, все. Вот такой вот разговор состоялся. К сожалению, оборвался он ввиду плохой связи на севере. И закончиться он должен был упоминанием ковид-пасса, я так думаю, и его перспектив и преимуществ. Но почему-то желтая книжка о том, что я вакцинирован от гриппа или от гепатита, мне ни поблажек, ни преимуществ не предоставляет. И вообще не играет, в принципе, никакой роли. Кстати, насчет границ. Не то, что в ближайшие месяцы. Мое мнение такое. Границы в том виде, в котором мы их помним, например, 2 года назад, 1,5 года назад, такими мы их уже не увидим. Я их пересекаю регулярно. Видно, что это надолго, на очень долго. Регистрация в Норвегию, кстати, введена, я так понимаю, на регулярную, постоянную основу, а пункты, которые ты заполняешь при регистрации, прописаны уже где-то в законодательстве, потому что уже появились отдельные пункты для дальнобойщиков, для водителей со своими галочками, нюансами и вводом информации отдельно. Про регистрацию я в этом ролике рассказывал. Вот здесь будет где-то, или тут, короче, надо мной будет ссылка. Так оно все и осталось.
немножечко, может быть, упростилось, но все равно в итоге вам будут приходить вот такие смс-ки с угрозами. Не болейте, ребята. Умейте мыслить критически и не доверяйте СМИ. У нас в Эстонии уже вторую неделю проходят митинги у парламента против принятия закона о всевластии полиции под предлогом COVID-19 и борьбы с ним. Но в СМИ вы об этом не найдете никаких упоминаний. Зато найдете кучу статистики. И все, что надо, вам там покажут. Только то, что надо, не вам. Всем шершавых ровных дорог, уюта в доме и позитивного взгляда на будущее. А у меня завтра выгрузка в Дании и отдых. Пока.